life. Thank you. Good Spiel. Where from? Ukraine. For Ukraine special. Oh, okay. La bella Ukraina. Окей, danke. Tschüss. До свидания. I know we only met just now, and I don't wanna freak you out, no. But baby, all I think about is you and me. I've been on me. Don't think twice, baby, sit tight, 'cause we gotta kill a vibe. Don't. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы продолжаем путешествовать по Германии. И сегодня мы приехали в очень интересный немецкий городок, который называется Ройтлинген. Мы только зашли на центральную улицу, и нас сразу же удивило то, что здесь очень много людей. Посмотрите, сегодня будний день, среда, казалось бы, все должны быть на работе, но нет. Вообще здесь чувствуешь сразу же себя как-то уютно, комфортно, и, в общем-то, хочется здесь быть. Класс! Ну и, конечно же, мы сегодня будем вам не только показывать город, мы расскажем про то, что происходит в нашей жизни, и еще в конце видео побываем в одном очень интересном замке, который стоит на горе. Он находится недалеко от этого города, от Ройтлингена, и мы туда проедем. Но для начала, поскольку Ройтлинген у нас на пути, то мы на него посмотрим. Мы сейчас находимся на центральной улице. Дождь пошел. Нет, это от фонтана брызги просто. Посмотрите, вот фонтан. И что я вам скажу, Ройтлинген, хоть он и древний город, он где-то в 12 веке был основан, но он сейчас большей частью реконструированный. Говорят, здесь в 18 веке было очень большое землетрясение, которое его практически весь разрушило. И потом еще было несколько пожаров, которые сожгли этот город. Поэтому здесь хоть и выглядит все как раньше, да, вот такие вот эти дома, но это стилизация, это имитация древних зданий. Некоторые из них действительно древние. Вот, например, как это здание фахверковое, сразу заметно, что оно еще то старинное. А остальные, они современные, некоторые вообще ультрасовременные. Вот эти вот квадратные здания, модерн, это уже сюда стеклянные здания были вписаны позже. И еще я хочу сказать, почему мы выбрали именно этот город. Здесь есть очень одна интересная улица. Самая узкая улица в мире. Поэтому мы хотим пойти посмотреть, что это. Это интересно. Друзья, чтобы вам не было скучно, мы придумали такой формат, что мы идем по красивому месту и рассказываем вам про наши финансы. Потому что мы вам обещали рассказать, что с нами происходит дальше, после того, как Джоб-центр нам перестал платить пособие. В октябре нам уже пришло письмо, что все, деньги больше не будут поступать, но мы должны были подать новое заявление на пособие с учетом наших заработков на YouTube. И мы так и сделали. Но целых 2 недели не приходило никакого ответа. Даже 3 недели. Да, и мы начали волноваться, что, возможно, письмо не дошло. Возможно, Причем мы ходили в Джоб-центр, мы писали письма, нам никто ничего не отвечал. В общем, мы были в таком зависшем состоянии, очень нервничали. Да, мы нервничали, потому что наш фермитер, то есть наш арендодатель, тоже не получал деньги все это время, и он напрягся. В конце концов, через 3 недели письмо бумажное, как обычно, пришло к нам, и там было написано, что нам одобрено новое пособие с учетом наших заработков на YouTube. А перед этим мы задекларировали, что мы будем зарабатывать на YouTube приблизительно 500 евро в месяц. Хотя, как вы видели, это не так, мы зарабатываем больше, но на самом деле нужно было писать цифру меньше, потому что если бы мы цифру завысили, а мы не знали реально, сколько мы будем зарабатывать, возникли бы сложности. Нам легче отдавать то, что у тебя уже Да, заработано. если есть чем отдавать, то это легче. Посмотрите, вот некий мужчина отдыхает на лавочке. В принципе, может быть, это нормально здесь, может и нет. Но если продолжить про наши финансы, то получается такая картина.
Значит, мы написали, что мы будем зарабатывать 500 евро и тратить будем на дорогу деньги. И они вычли еще 100 евро наши проездные, которые мы покупаем ежемесячно на Deutsche Bahn, то есть на железную дорогу. Они вычли из этих 500 евро. И это все, что они вычли, потому что мы еще писали бензин, мы еще писали всякие вот эти вот Расходы камеры, на камеры, там, да. расходники, то есть все это не подтверждено. Они написали, что вы должны подтвердить, если вы хотите зарегистрировать машину, ну, свои траты на бензин, вы должны четко подтвердить документами время, когда вы ездили, чек с заправки, сколько вы заправлялись. И еще самое важное, что машина должна быть зарегистрирована на организацию. Да. То есть наша машина должна принадлежать как бы предприятию, бизнесу нашему. С этим не удалось. Да. Реально цифру, которую они считают, что мы зарабатываем с учетом трат на дорогу 400 евро. И сейчас нам начисляют чисто на жизнь с Ладой, начисляют 750 евро на двоих в месяц. Раньше начисляли почти 1000. То есть они как-то странно так вычли, я не понимаю их математику, но, в общем-то, по-прежнему они оплачивают жилье с коммунальными и медицинскую страховку тоже они оплачивают. Причем мы даже не знаем, какая сумма оплаты медицинской страховки, вообще даже не предполагаем. Это какая-то их внутренняя тайна. В общем, пока для нас это не важно. Важно, что мы можем платить за жилье, то есть наш арендодатель доволен. До марта 2025 года это все продлится, вот такой расчет. Но потом мы предоставим реальные цифры заработка, которые будут уже поступать на карточку. И тогда произойдет еще один пересчет. Они возьмут тогда, посмотрят, сколько они нам дали, сколько мы заработали. Это будет через полгода, как минимум. Да, да. И еще будет учет налогов, которые мы заплатили с этой суммы. В общем, тогда они все это пересчитают, и мы должны будем вернуть, если нам лишнего дали, это 100%, скорее всего, мы должны будем вернуть. Поэтому... Да, поэтому мы не тратим. Мы решили не тратить больше, чем 400 евро в месяц с этих денег. Вот так. Опять дождь, опять я с зонтиком. Но в магазин буду уже заходить без зонтика. Ладе в прошлом видео написали, в одном из прошлых, что она зашла в магазин и забыла закрыть зонтик. А она реально просто забыла. Но ничего, такое бывает. А мы приближаемся к одной из самых важных достопримечательностей в этом городе. Это церковь, которая называется Мариенкирхе. Древняя церковь, построена в готическом стиле. И вот смотрите, у нее такой камень старый, он местами потемневший, местами светлый. Я не знаю, был ли он такой изначально, но это сейчас смотрится очень красиво. Строили ее 100 лет целых, потом еще ее реставрировали после всяких землетрясений и пожаров. В общем, тем, кто любит готическую архитектуру, здесь понравится прогуливаться. Здесь можно, как всегда, войти вовнутрь, посмотреть. Только вход с другой стороны, насколько я понимаю. На этой табличке написано, что это королевский фонтан, а статуя – это статуя императора Фридриха. Надо не забывать, что Германия долгое время была в составе Священной Римской империи. Хотя никакой священной и никакой римской она не была. И вообще к Риму не имела никакого отношения, просто они хотели быть продолжателями Рима, и поэтому империю свою назвали Римской. Но вот такой вот император Фридрих однажды правил в этой империи, и вот его статуя теперь стоит здесь, возле этой величественной древней церкви. You've been gone.
Это очень любопытный фонтанчик. Здесь изображены какие-то работающие люди. И он весь в надписях. Правда, его давно не натирали, смотри, он весь позеленел. Это, наверное, медь или бронза. Это, наверное, символизирует то, чем здесь занимались в древние времена, да? Мастеровые, да? Кстати, это был вольный имперский город, что отличало его от других городов. То есть он не подчинялся феодальным князьям, которые здесь жили рядом на этих землях, а подчинялся напрямую императору Священной Римской империи, этот город. Это давало какие-то преференции. То есть эти люди работали сами на себя, я так понимаю, не платили лишнюю дань, что позволяло им развиваться экономически, и этот город процветал. За эти 3 недели, пока мы не получали писем из джоб-центра, я им по электронной почте отослал несколько писем с вопросами. И один из вопросов меня интересовал, сколько мы должны зарабатывать, чтобы полностью не зависеть от джоб-центра. Какая сумма, на какую сумму мы должны выйти. И они прислали мне ответ, написали конкретную сумму. Эта сумма 1762 евро. Если мы с Ладой будем иметь вместе 1762 евро чистыми в месяц, то все, джоб-центр считает, что его помощь нам больше не нужна. Но я думаю, что эта цифра индивидуальна именно для нас. Скорее всего, для любой другой семьи эта цифра будет немножко отличаться. И еще мне подсказывали наши зрители, что покупку камеры можно тоже как бы проспонсировать из джоб-центра. Я спросил у них, могут ли они выделить какие-то деньги на то, чтобы мы пополнили свой арсенал рабочий, чтобы новую камеру приобрести для улучшения качества. И там тоже нам ответили, сказали, что это возможно, но занимается этим не джоб-центр, а другое отделение, которое, по-моему, называется Arbeit-Agentur. В общем, они мне написали, я туда еще не обращался. Я попробую к ним с этим обратиться, не знаю, что получится, но в любом случае такая возможность есть, и почему бы не воспользоваться. Как обычно, стеллаж с книжками. Здесь прям даже не в шкафу, просто на улице. Лада уже нашла себе какую-то книжечку. Для нас. Попроще. Меньше текста, лучше читать, да? Нам же с тобой рекомендовали прочитать сказки, а то, говорит, вы про Рапунцель ничего не знаете. Рассказывайте, что попало. Так что ищи Рапунцель, перечитывай на немецком. И мало сказок, мало. Все хотят школьные. Не для нас. А я тем временем спросил у GPT-чата, сколько нужно зарабатывать грязными, то есть брутто, денег, чтобы у меня в месяц оставалось 1762 евро. И GPT мне ответил, он сказал, нужно зарабатывать примерно 2300-2500 евро в месяц, потому что точно он не может сказать, это зависит от многих факторов. 2300-2500 евро в месяц. Ладусь, мы сможем? Если наши зрители нам помогут, да? Я думаю, да, если мы будем делать больше видео. Кстати, мы хотели спросить, как вам такой формат, 2 видео в неделю. Не таких длинных, но 2. Вот пишите в комментариях, как вам удобно так смотреть. Может, вам лучше 1 раз в неделю, но длинное видео. Нам будет интересно, то есть, чтобы мы могли как-то сориентироваться, да. Так, посмотрите, мы наконец нашли самую узкую улицу в мире. Engste Straße der Welt. Der Welt — это в мире. Так что мы это не придумали, тут действительно так написано. Должно быть что-то особенное, правильно? Вот это что? Это? Не, что-то непонятно. Но это явно не самая узкая улица. А,
автомобили не могут припарковаться. Алло! Тут человек делает чебуреки. Вот указатель, смотри. Ага, нужно еще повернуть. Ага, да, здесь уже больше похоже. Смотрите, друзья, может быть, здесь и есть на что посмотреть. Маленький домик, вот, вымощенная улочка. 30 сантиметров? Да. Здесь точно 2,5 метра. Угу. Продвигаемся дальше. Интересно, интересно. Ну, по крайней мере, здесь красиво. Я думаю, это не самая узкая в данном случае улица. Она самая короткая из узких. Ну, тут жилые дома, двери, окна. Я представляю, как задолбали жители этих домов, такие как мы. Ага, нашла? Вот это Ну да. улица. Ну да. Этот проход. За тобой не видно, ладно. Если ты пролезешь, я людям покажу, что это такое. Здесь какой-то погреб еще. Я думаю, только я пролезу. Ты Только точно ты? уже не пролезешь. У меня рюкзак просто. Написано 31 сантиметр. Ну разве это улица? Честно вам скажу, друзья, Ну это развод какой-то. это как-то просто пиар. Потому что от таких мест у нас в Ирпене между гаражами 1 000 000 штук. Это все. Это все? Дальше Да. кончилось? Чу. Придется мне снять рюкзак и тоже пролезть сюда. Как-то. Так. Вот он, исторический момент. Я иду по самой узкой улице в мире. Посмотрите, как я помещаюсь здесь. Вот чем она кончается. Выход из самой узкой улицы в мире. И слушай, кому пришло в голову это придумать? Это гениальные пиарщики. Они просто заставляют людей искать вот эту фигню здесь. А с этой стороны вообще никогда не поймешь, что здесь какая-то самая улица. Здесь написано, вот смотри. Это просто вот, надо верить. Памятный знак. Надо верить Надо верить, да? надписям. Это что? Это должно быть достопримечательностью, что ли? Ну это точно нас кинули просто. Информационный прокидон. Написано, что в 2007 году в книге рекордов Гиннесса было это записано. Все, я расстроился, друзья. Покидаем Ройтлинген и едем в самый красивый замок в данной местности, который называется Лихтенштайн. Надеюсь, Лихтенштайн действительно самый красивый. Или это тоже пиар? Не знаю, Сейчас поехали узнаю. посмотрим. Мы сегодня себе не ставили целью в Ройтлингене посмотреть все. Мы прошлись по улочкам старого города. Сейчас вышли в более новые застройки. Вот смотрите, какие широкие здесь площадя. Живописная небольшая речушка протекает. Вот мы сейчас как раз на мостике. Парк такой просторный. Сейчас золотая осень. Когда выходит солнце, вообще все так красиво. Через дорогу там весь этот старинный квартал, в котором мы уже побывали. Я вообще все больше и больше влюбляюсь в Германию. Отсюда отправляется наш автобус, который идет на Хонау. Вот смотрите, автобус 7606. Это наш автобус. Приехали мы в Хонау Трайфельберг. Ехали по серпантинной дороге. Но, друзья, это... Я даже уши заложила, как в самолете, как вроде на взлете. Представь себе, Ну это да, высоко, да? А люди смотрят на нас как на странных.
Тут туристов, наверное, не так-то много и бывает. Смотрите, остановка Лихтенштайн Трайфельберг. Надеюсь, это мы сюда приехали. Сюда, все правильно, но отсюда нам еще 20 минут пешком в гору идти на замок. Я, честно говоря, даже не... Главное правильно идти. Да, в правильную сторону. Вот я же говорю, я главное пока еще не сориентировался, я даже не понимаю, в какую сторону идти. А здесь вот тракторная бригада, вот что здесь. Колхоз в горах. Сено. Ну, коров пока не слышу запаха. Наша любимая тема. Ну, и тут по дороге сразу обнаружилась старинная пожарная машина. Не знаю, насколько она старинная, но явно, наверное, 80-х годов или, может быть, раньше прошлого столетия. Мы должны идти прямо, потом вправо, потом вдоль дороги 2-3 километра. 2-3 километра, ничего себе. Да, а потом он не знает, но я надеюсь, что там будут указатели, и мы как-то дойдем. В общем, пойдем. Ничего себе, мы затеяли с тобой аферу. Я не Ладно, знаю. ну ты что? Сейчас уже 4 часа вечера. Да, он сказал, я говорю, есть ли какой-то автобус? Нет, только пешком. Sundown and salty cheese. It's not a cute look getting kicked out of. Ну, ты сегодня героиня. You're no longer 19. Still acting like a child, feeling like nobody. Прошли уже половину пути. I always start these fights. Don't Запрещены велосипеды, машины, кони. Ух ты, боже, все Ну, хоть запрещено. правильно я говорю? Да, да, все правильно. Видите? И велосипеды дальше не могут ехать. Ничего А как себе. же с велосипедом, если кто-то едет? Ну это уж совсем. А как же? Я ничего не понимаю. И туда, и сюда нарисовано. Смотри. А вот здесь вот тоже можно и туда идти. Мне кажется, сюда надо. Лихтенштайн Штрассе. Трасса, да? Ага. Такой же запрет тоже стоит. То есть, наверное, можно и так, но мне кажется, вот, я не знаю, почему мне вправо больше тянет, чем влево. Не знаю. Смотри, вот здесь указатель стоит. Пойдем. Google нас повел все-таки вправо. Смотрите, какая Я живописная. была права. Да, Интуиция у меня лучше, чем у тебя. да. Говорит Google, осталось идти нам 1 километр до замка. Такая вот теперь у нас крутая дорога, каменистая. Вверх. Лада надеялась избежать таких подъемов, но нет. Придется взбираться. Честно говоря, я не думал, что этот замок такой труднодоступный. Мало того, он еще и не бесплатный. А он еще может оказаться и закрытый. Вот что будет обидно. То, что не бесплатный, ладно, заплатим. А вдруг он закрыт, вот это будет трагедия. Алло. Какие немецкие женщины молодцы. Ходят себе, да? Иди. Вообще, я перед ними преклоняюсь. Короче, Ладусь, у нас еще час, по идее. Да. Мы должны успеть зайти. Но там могут, как и в Малаге, за полчаса там или за 40 минут уже не пускать. Сначала холодно, потом жарко. Вот он, лес швабский. В Швабском Альбе на горах. И здесь таких много пешеходных маршрутов, по которым можно ходить и по 200, по 300 километров. В лесу стоят на тропинках указатели. Можно до Гаслингена дойти, до нашего, по таким тропинкам. Она сказала женщина, что замок не очень долго будет еще открыт. Да. До 5, может быть, до 5:30. По-моему, Ну, до 5:30, ну, да. мы идем правильно. Реально, мы уже устали драться в эту гору. Ладно, ну уже последний подъем. Уже, говорит, 160 метров нам осталось до поворота налево. А там смотровая площадка какая-то есть. Но мы не пойдем, мы спешим
Hallo. Посмотрите, вот здесь идешь по лесу, а потом раз, такой обрыв горы, стоит лавочка такая, старая, такая деревянная, мощная, большая. Какая красота. И открывается прекрасный вид сквозь желтые листья. Ура! Вот это красотища. Не зря шли, смотри. А знаешь, куда это вид? Это вид на дорогу, по которой мы сюда ехали. Вот мы там... Ничего себе, мы как далеко зашли. Высоко, посмотри, мы там шли внизу. А, да, вон же ж этот, ферма, Только не упади. возле которой мы выселись. Посмотрите, друзья, где мы стоим, на каком обрыве. Ай, мамочки, страшно. Там высота 9-этажки вниз. И ничем не ограждено. О, а лавочка-то расписная, смотри, на спинке. У меня Всякие. есть одно хорошее форшлаг. Ну, форшлаг это предложение, перевожу. Ну. Мы здесь на обратной дороге будем есть. Мы О, взяли отлично. с собой еду, Мгм. решили сэкономить Деньги, конечно, да. на еде, взяли с собой, чтобы пойти в замок. Пойдем. Пойдем быстрее, а то он закроется. Gute Vorschlag, aber wir müssen gehen. Ja. Schnell. Друзья, наконец мы подбираемся к самому замку. Тут уже появляется первая скульптура какая-то. Или стелла какая-то за ограждением. А там сквозь деревья просматривается замок. Оказалось, он не настолько большой, как мы ожидали. Это сказочный замок. А на самом верху уже и ветер поднимается. Вот он появляется, друзья, смотрите. Действительно сказочный. А вон там и парковка, но, видимо, такси нужно заказывать, чтобы на этой парковке, на эту парковку приехать. Или своей машиной можно подъехать все-таки. Но автобусы почему-то сюда не приходят. Это обидно. Так, друзья, смотрите на этот замок и скажите нам, пожалуйста, стоило ли нам с Ладой проделывать такой долгий путь пешком, чтобы сюда добраться. Ну, конечно, мы сейчас посмотрим внутри. Может быть, там вообще очень аутентично, сказочно и потрясающе. А, действительно, уже такая атмосфера проявляется рыцарская, средневековая. Это все сделано под средневековье, когда мир был в таком состоянии, когда люди, рыцари на конях отвоевывали в боях территории, там, скажем, или свои защищали земли, или просто боролись за справедливость. Так, походу 12 евро нужно заплатить. Вот смотрите. Эрваксены. 12 евро за вход. Где? Ладно. Мы должны купить билеты. Да, сейчас. Вон там, я так полагаю. Дальше. У тебя есть деньги? Конечно. Я ж работаю. Стой, стой. Вот здесь, нет? Алло. 2 Erwachsene. Was möchten Sie machen? Inschrift mit der Führung oder nur draußen? Турно. А? Führen auch. Wir haben Zeit. Das startet sofort, Ja. dauert eine halbe Stunde. Aha. Und was ist Ihre Heimatsprache? Weil die Führung ist auf Deutsch. Ein bisschen. Nicht gut. Verstehen Sie besser Englisch? Nein, nein. Aha, okay, Russisch. Aber Sie verstehen, Sie können nur mit einer Führung ins Schloss. Ah. Es startet jetzt. Und ich habe Blätter auf. Фюринген это экскурсовод, не надо. Я не- поняла. Wir brauchen nicht Führen, wir selbst. Ну, Können allein. nicht. Ja, Nein, ja, nein. allein. Allein. Sie Allein. können nicht allein Ah, rein. okay. Nur draußen. Nein, Ah. möchte rein. 24. 24. Aha, okay. Bis wann arbeiten? Es startet jetzt 16:45 Uhr Aha. oben an der Zugbrücke. Oh, okay. Ага, Ja, danke gehen Sie schön. direkt dahin. Ага, direkt, ага, danke schön. Без 15:05 мы должны Да. зайти. Wir haben sehr wenige Zeit.
О, очень мало времени у нас, друзья. Мы сейчас прям бегом будем смотреть этот замок. Это просто уже у нас традиция такая, заскакивать в замки в последний момент. Или Ну, же... она сказала, что мы только... Не, прямо. Пойдем, Я понял. Виталик, потом снимем. Все. Я увидел эту главную башню, снял, но мы еще сможем мимо нее возвращаться. А вот нам нужно сейчас идти наверх. Она сказала, Обн. Обан, директ Обан, прямо наверх. Да. И там должен быть какой-то экскурсовод. А может сюда? А? Ich denke oben. Ja? Ah, hier. Ich denke hier. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Leute. Ja, I don't speak. No photos allowed inside. At the gate here. Here, No here, photos. here, oder А, no photos? No photos inside. А, no photos, я окей. Yeah, exactly. Stay always in one room. Ну, в общем, мы немножко прошляпили. Нам объясняли, что вовнутрь можно попасть только с экскурсоводом. Только с экскурсоводом. И мы думали, экскурсия хотя бы на немецком будет. А Ну экскурсовод На английском, во-первых, английском мы плохо и- понимаем, практически ничего не понимаем. Ну, говорила. Не, ну, в принципе, в общем-то, когда прислушиваешься, ты общую канву схватываешь, о чем то, что тут было, в общем, кто построил, что он хотел, я это уловил. В общем, человек на месте старого, в общем, замка здесь решил сделать сказочный замок, дворец. там Самое важное, что нам не разрешили там снимать. А зачем же мы туда пойдем? Вот, если бы нам разрешили снимать, мы бы слушали и показывали бы вам все. Раз нам не разрешили, мы решили выйти и показать хотя бы. Fault line, bad teeth and worse habits, high heels in a trailer. If you want it, you should have it. Cracking like a glacier. Any semblance of restraint. Simple observations of a tired out complaint. Представляете, на этом месте еще в 13 веке стоял аутентичный, настоящий средневековый замок. Потом, конечно, его разрушили в ходе всяких войн. И уже в 1840 году здесь начали строить совершенно новый вот этот вот замок, который мы сейчас видим. И построил его герцог Вильгельм Урахский. Это был на то время молодой герцог, ему было всего лишь 30 лет. И он увлекался чтением, и в особенности книгой Вильгельма Гауфта «Лихтенштайн». Кстати, Лихтенштайн обозначает в переводе с немецкого «светлый камень». В этой книге воспевались рыцарские идеалы. Молодой герцог решил построить новый в неоготическом стиле особняк или свою загородную резиденцию в этом очень красивом месте на высоте 800 метров. Так что это совсем не оборонительный замок, это скорее замок романтической мечты, который молодой человек воплотил буквально за 2 года. А строил этот замок архитектор Карл Александр Хайдолф. Ну что, на самом деле территория этого замка не такая-то уж большая. И сам замок не слишком огромный. Например, если сравнивать его с тем же Нойшвальштайном, в котором мы ездили в Баварию. Прошлой осенью, кстати, уже почти год назад. То тот замок, конечно, помощнее. Он настоящий, он там с такими стенами, которые вообще никак не преодолеешь. А этот декоративный. Но это не делает его менее замечательным. Он находится на вершине горы на высоте 800 метров. И когда смотришь на долину вниз, то, конечно, красотища. Сегодня немножко ветрено, туманно. Но все-таки очень здесь атмосферно. Мостики вот эти создают атмосферу красивую. Всякие вот эти вот шпили. Неоготический стиль здесь.
Есть даже какие-то подземелья, но они закрыты для нас. Программа минимум сделана. Осталось нам с Ладой еще перекусить пойти. Лада котов увидела и Да, в восторге. это же тут редкость. Редкость. А Редкость. они такие Эй, холёные. ты чё прячешься, редкость? Моя хорошая. Спал, смотри. спал, а мы тут разбудили. Класс. Сейчас знаешь, он так и говорит, ходят тут всякие туристы. Хороший. А не, ему нравится. Туристы нравятся тебе, да? Не очень. Боится так себе. Не очень. Замок называется Лихтенштайн. Очень похоже на то, как называется государство в Европе рядом с Германией. Оно называется Лихтенштейн. Одна буква, а какое большое отличие. Уже 6 часов вечера, мы с Ладой уже нагулялись, уже вот так. Находились по горам, по замкам, красоты насмотрелись, просто уже переполненные. Но осталось нам только перекусить, а мы с Ладой взяли с собой немножко еды. Специально, чтобы не ходить по ресторанам, не тратить где попало деньги. И так мы заплатили за вход в этот замок деньги, Да. для того, чтобы посмотреть его. Но никак без этого, потому что иначе мы не смогли бы вам показать, разве что с внешней стороны. Смотрите, что у нас с собой есть. Тут вареные яички, плов с мясом, помидорчики, хлеб и чай. Ничего супер сложного, но вкусно. Вкусно. Особенно, когда Особенно целый день. На природе, когда Нравится, голодный все да. время, да, то это супер. Еще в таком месте, на этой лавочке, с таким вот видом отсюда, посмотрите. Уже, конечно, пасмурно и темнеет, но вид все равно здесь просто шикарный. Всем пока. Пока.